Друзья, всем большой привет! Сегодня утром пришла информация, что приняли новый закон в Украине, который ужесточает ответственность за посещение зоны отчуждения и города Припять. Вот. И все на ушах, естественно, все на нервах, как бы и я в том числе. Вот. А если вы видите антураж за моей спиной, то как бы вы понимаете почему. То есть, ну, я думаю, несложно догадаться, откуда записывается данный видос. Ну, как бы не будем уточнять. Так вот, все на ушах. А почему? Потому что, ну, распространяется инфа, будто закон принят как бы уже. То есть он уже вступает в силу, и поэтому, ну, как бы все очень страшно. То есть там криминальная ответственность, там сумасшедшие штрафы, там как бы невозможность проводить самостоятельные замеры радиационного фона, там масса нюансов. Вот. И я хотел бы высказать свое видение, во-первых, данного вопроса, вот, видение, почему вообще этот закон принимается. И сразу хочу сказать, что как бы в Украине по процедуре не могут принять закон просто вот так. Ну, так не бывает. То есть есть так называемый порядок денный. То есть законы, которые, ну, там, принимаются типа к рассмотрению и к принятию. То есть закон должны сначала принять к рассмотрению, потом его должны проголосовать первый раз, первое чтение должно произойти. После первого чтения в него вносятся поправки, и после поправок происходит второе чтение закона, второе голосование. И только после этого можно говорить о том, что закон принят. Пока что никакого второго голосования не было. Вот. И насколько я понимаю, то есть был принят этот закон к рассмотрению. То есть этот закон, ну, будут как бы рассматривать, будут голосовать. То есть если раньше он был числился как поданный законопроект, то есть его подали, то сейчас подали к рассмотрению, да, то сейчас этот закон, он уже принят к рассмотрению. И за то, чтобы его рассмотреть, ну, проголосовала какая-то часть депутатов. Вот, теперь идем дальше. Почему закон принимается? Это субъективная моя точка зрения, но я как бы проанализировал факты. Значит, у нас в стране есть несколько политических партий. Как в любой, ну, другой демократической стране, эти партии между собой как бы конфликтуют, у них там переплетение интересов, у них там схемы свои, короче. Но это вот стандартная история. Вот. И, естественно, у всех свои амбиции. И зона отчуждения, насколько я знаю, недавно была отдана такой партии, как Батькивщина. Вот, глава которой бессменная у нас Юлия Тимошенко. И, в общем, ставленник Юлии Тимошенко, ну, он начал, скажем так, курировать зону отчуждения. А почему? То есть она запросила зону отчуждения, когда нужны были голоса правящей партии «Слуга народа». Вот. Когда этой партии не хватало голосов, то есть, ну, постоянно же голосуются какие-то законы, да, вот, и когда не хватает голосов, или когда есть риск, что голосов может не хватить, вот, потому что в «Слуге народа», ну, как бы там, хотя это как монобольшинство, но там есть свои течения разнообразные, не будем углубляться лишний раз, вот, то, ну, как бы запасаются голосами других партий. А другие партии хотят что? Выгоды, естественно. Вот. И они попросили украинскую зерновую компанию, во-первых, чтобы, ну, как бы потоки с нее иметь, а во-вторых, зону отчуждения. Почему зону отчуждения? Да потому что здесь огромное количество леса и металла, в первую очередь, не говоря уже про живность, рыбу и так далее. Вот. Металл сейчас в цене, он очень дорожает. Китай покупает металл по фантастическим ценам. Вот это, ну, он недавно был побит рекорд десятилетия по ценам. А здесь металла просто тысячи тонн. Тысячи тонн. А чтобы вы понимали, 5000 тонн металла это, блин, $1 000 000. Вот так, в грубо, навскидку. И ну, по нынешним ценам. Это не говоря про лес, который палят каждый год, подпаливают эту подстилку несчастную, чтобы потом списать этот лес как сгоревший. Вот. И это каждый год здесь пожары. И они как-то сами собой возникают фантастическим образом. И постоянно бесконечный караван этих лесовозов, бесконечный караван лесовозов, который едет возле Черемошни, там лесопилка, например, вот, и бесконечно там этот лес пилят, бесконечно эти лесовозы там загружаются, разгружаются, ну, короче.
Вот кто был, тот знает. И это не единственное место такое. Ну, в общем, место очень денежное. В общем, зона отчуждения, если что. Вот. И, естественно, есть, кроме того, еще есть лоббисты вот, от самой администрации зоны, которым выгоден этот законопроект. Потому что активисты ведь останавливают фуры из зоны отчуждения на дорогах с металлом, например, да, загрязненным. Они останавливают, начинают мерить его. А теперь нельзя будет это делать, понимаете? То есть, ну, буквально. То есть, как бы администрация, ну, это мое видение, может, я не прав. Извините, если что. Но фактически получается так, что теперь этому активисту могут припаять срок за самовольный дозиметрический контроль. Понимаете, если он остановит фуры, если вот ребята останавливают фуры, да, и там вызывают полицию, и у них дозиметр, и они начинают мерить. Ну все, это как бы статья уже считается. Вот. На мой взгляд, есть в законопроекте и положительные стороны. В частности, например, перемещение там, значков радиоактивности, опознавательных различных знаков подобного рода. Вот. И как бы это хорошо, потому что их все растаскивают, непонятно зачем. Вот. То есть они должны стоять там, где они их поставили. Ну, обозначать конкретно загрязненные места. Это правильно, они там должны стоять. И ну, как за это, я считаю, ответственность должна быть все же. Вот. Ну, как бы так, в общих чертах. То есть не будем затягивать видос. Вот. Завтра выйдет видео про наши с Леной приключения в зоне отчуждения в Припяти. Вот. Это, я бы сказал, анонс будет, потому что видосов будет масса. А там будет, ну, как бы, самый сок. Короче говоря, всем хорошего дня. Не отчаивайтесь. По закону, с момента принятия закона Верховной Радой, по идее, еще есть целый год, братцы. Еще есть целый год. А это значит, что еще целый год мы сможем сюда ходить без криминальной ответственности. Хотя я, честно говоря, думаю, что внесут поправки такие, чтобы ну, криминальной ответственности не было. Вот, чтобы был просто большущий штраф. Я считаю, что это правильно. Ну, пускай сделают штраф 5000 гривен. Нормальная тема. Пускай, я даже десятку пускай сделают. Ну, окей, хотя десятка, по-моему, это, конечно, перебор, но 5 лет давать за это, так это вообще, ну, это уже, по-моему, края крайние, потому что, ну, есть такие люди, как, например, местные жители, местная молодежь, которая ходит сюда за ягодами. И за ведро ежевики, например, или дикой малины, ну его что, теперь на 2 года сажать или условно давать? По-моему, это бред. В общем, всем хорошего дня. Пока-пока.